Привет, с вами Алена, и произошел у нас на обучении такой интересный случай. Пришла модель с толстенькими ноготочками, с много-много гелюшкой на ногтях, и сделала, значит, ей ученица маникюр, а один палец я попросила оставить мне на десерт, потому что я знала, что это прикольный контент для вас. Ну, визуально особо так ничто не предвещало беды, но я, конечно же, наметанным глазом увидела, что там что-то есть недоброе. Ну, начнем с того, что кутикула, конечно, такая не из легких, и ученице пришлось постараться. Ну, а модель я спросила, что же с ней произошло, что такое приключилось, и она сказала, что энное количество времени назад, неопределенное, плюс-минус месяц, полтора-два, короче, сколько-то назад, она чуть выше ростковой зоны сильно прищемила палец, то есть была травматизация, и вроде был какой-то синячок, и все было хорошо. И, значит, ей этот ноготь покрывали в какой-то момент в моем же салоне. То есть пока там была просто гематома, потому что гематому можно покрывать, она была, видимо, небольшая, и все было хорошо. Потом она пошла, значит, куда-то в другое место, она не смогла попасть к нам, я так поняла, или не успела, ну, в общем, что-то не срослось. Пошла она в другое место, раз, два, и вот получился вот такой вот результат. И что хочу сказать, тут нет косяка мастера, да, там я сейчас не буду рассказывать, что фу-фу-фу, ей сделали плохо в другом салоне, нет. Дело в том, что вот эта ее травма, она просто начинает отрастать, и она вышла из-под кутикул, то есть изначально была гематома, чуть ниже самой травмы, и вроде как все было нормально. А потом со временем она начинает срастать, и вот эта травматизация, она выходит, ее из-под ногтя становится видно. А там, естественно, есть карман, то есть там этот ноготь, он, треснутый. И вот этот карман мастер не заметил, что его нужно зачистить, он там, видимо, чуток торчал из-под кутикулы, и под покрытием вот это все дело разрослось. Ну, что могу сказать? Тут гематома, тут грязь, тут зеленуха, да, короче, тут полный набор, и все 33 удовольствия, которые только могут быть. Нас ждет очень веселая зачистка, и, естественно, я откажу ей в покрытии этого пальчика. У нее, по-моему, если я не ошибаюсь, она говорила, у нее там то ли свадьба, то ли что-то, какое-то серьезное мероприятие, но мы ее обязательно откачаем, потому что это будет только в августе, а сейчас июнь, и у нас есть время, и такое вполне возможно за это время срастить и привести в чувство. Ну, может быть, срастить не до конца, но зачистим, и будет возможность аккуратненько это дело запротезировать. Но не сегодня. Сегодня мы все оставим проветриваться, отрастать. И тут я всеми возможными способами начинаю с ней работать. То есть мы не могли подлезть под кусачками. Опять пришлось мне угрохать свои маникюрные. Мне кажется, ниппоны, когда смотрят мои видео, я знаю, что они смотрят, они плачут. Потому что я такие вещи непотребные творю с их чудесным инструментом, но просто иногда выхода нет, и приходится вот так работать. Тут у меня, кстати говоря, еще в тесте фрезы новые, очень классные, с двойной синей насечкой. У нее очень крутая вот эта вот резьба, в общем, она не забивается. Но это отдельная классная история, ссылку тоже оставлю под видео. Дочищаем, дорабатываем и видим, что у нас в середине, получается, произошла отслойка, есть анихолизис вследствие травмы, а от середины ногтя и до конца свободного края ноготь остался живой, то есть он приросший к ложу, и он будет продолжать расти. Такое бывает, и мне частенько пишут, а как же, что же с этим делать? Ничего не делать. Просто зачищаем, убираем максимально длину свободного края. Я вот осторожно спиливаю пилкой, как могу, убираю, и будем ждать отрастания. Нам главное убрать все вот эти стыки. То есть вообще самая главная фишка зачистки анихолизиса и всех вот этих карманов заключается в том, чтобы нигде не было карманов, чтобы грязь никуда не сбивалась, и у нас никто не завелся. И аллилуйя, я нашла кутикулу. Я таки смогла ее отделить. Это было непросто, сразу хочу сказать, потому что она очень мясистая, и там вот у нас стык
в том месте, где, получается, у нас ноготь отслоился и пошла кутикула. В общем, было ее сложно найти. Я сейчас дорабатываю алмазной фрезой, взяла фиссуру. Почему взяла, не знаю, нет у меня объяснения. Возможно, она была просто под рукой. Но в любом случае удобно ей было сработать, и я все подзачистила. Также проходимся по ложу, потому что на нем на самом есть остатки кератоза, и его нужно обязательно чистить. Срезаем твизерами, и тут прям позорище, потому что я взяла твизеры, на которых учатся. Это сильверстаровские, и они уже, честно, очень-очень старенькие, и надо бы их убрать из работы, потому что сейчас у меня все инструменты новые, я прям полностью обновила, но ученицам я даю, не всегда такой новый инструмент, потому что, честно, мне бывает жалко. Они, знаете, что с ними делают? Ой, там прям страшные вещи, они их там роняют, там формы начинают рабочим инструментом резать. Короче, творят жуть всякую. Ну ладно, в общем, закончим с твизерами. Есть у меня другие нормальные, просто я немножко опозорилась тут в кадре. Дальше дочищаем капелькой, прорабатываем, проходимся бафом для того, чтобы счистить с ложа остатки вот этого желтого налета. Работаем до тех пор, пока клиенту удобно и комфортно. И дальше нам остается только нанести уходовое и восстанавливающее масло Атис. Я его использую всегда, я прям фанатка вот этого масла. И ни один клиент еще не остался к нему равнодушным. Даю рекомендации и отправляю домой на восстановление и жду на дальнейшие зачистки. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.